Привет! А что если я вам скажу, что в игры с PlayStation 5 можно играть вообще не имея PlayStation 5? При этом у вас будет больше сотни игр, готовых для мгновенного запуска, все ваши сохранения будут попадать в облако, и если вы установите эту игру на PlayStation 5, вы продолжите с того же места. Да, для всего этого, конечно, нужен будет интернет, зато будет качество Full HD даже на обычном домашнем интернете в 100 мегабит. И вы сможете играть в GTA Online или тайтлы от Sony без фризов, лагов и, главное, не имея PlayStation. Итак, Sony дала вторую жизнь PlayStation Portal, и теперь здесь есть облачный гейминг. Мы просто запускаем PS Portal, регистрируем аккаунт в PS Store через смартфон и сканируем QR-код на экране Portal. Все, мы ее запустили, не имея PlayStation 5. Теперь идем в настройки и здесь активируем облачный гейминг. И да, конечно, для всего этого вам понадобится подписка, причем самая жирная подписка PlayStation Plus с возможностью стриминга. По стоимости в районе 15 тысяч рублей на год. Это чуть больше 1000 рублей в месяц, мне кажется, нормально. Из плюсов. Здесь больше 150 игр с возможностью стриминга на Portal. В принципе, доступ к большой базе игр. Ну и, конечно, если вы что-то захотите купить, оказывается, имея такую подписку, вам еще и будут давать скидку до 70%. Как все это работает в реальной жизни? Итак, мы запускаем PlayStation Portal, у нас не подключена никакая PlayStation 5, мы сразу попадаем в галерею приложений, можем запустить любую игру, давайте запустим Spider-Man, при этом сюда ничего не устанавливается, у Portal нету встроенной памяти, в общем, это обычный классический онлайн-гейминг. Мы подключаемся к серверам Sony, и все зависит, казалось бы, от вашего интернета, но на самом деле это не так. Я проверял и на гигабитных сетях, и сейчас я на стабильном своем 100-мегабитном домашнем интернете, с которого сейчас смотрят, я знаю, онлайн фильм в 4К. И вот, пожалуйста, мы подключились. Можете посмотреть по таймлайну, сколько все это заняло времени. И самое интересное, тут есть два качества: 720p и 1080. Ну вот сейчас подключимся и посмотрим. Фух, все работает. Так, и сейчас все это запустилось в 1080p, максимальное качество. Пока все это играется только в бета-режиме, но самое интересное, даже когда он закончится, вы не сможете поиграть в игры, которых нету в подписке PlayStation Plus. Для этого нужно будет все так же использовать Remote Play, с которым PS Portal когда-то и появилась. И вот тут есть проблема. Облачный гейминг не работает, он летает. Причем работает он даже если подключаться и раздавать с мобильного интернета. Но есть проблема. Remote Play в тех же играх ломается безбожно. Он фризит, он проседает по качеству, по картинке, он может вообще зависать. У вас кубики будут на весь экран. В общем, это до сих пор реализовано очень и очень плохо. Даже если у вас гигабитный интернет. Те же игры запускаете через облачный гейминг, вообще все круто. Если раньше PlayStation Portal считался, ну, вообще никак не для онлайн-игр, то вот, пожалуйста, вам GTA Online, где логично пинг, ну, максимально важен. Играется комфортно, нет обрывов, и вот так он выглядит в приятных Full HD. А вот Призрак Цусимы, ну, она очень красивая игра и, конечно, требует большого экрана. Здесь она играется также в Full HD, но не выглядит. Вот нету той красоты, которую вы получаете на большом мониторе. Portal изначально ограничен Full HD, он не работает без интернета. Теперь для онлайн-гейминга вам еще и подписку нужно оформлять. И в то же время это очень классная консоль, если вы не захотите заводить кучу портативных консолей и, допустим, дома играть на PlayStation, с собой таскать Steam Deck или заводить себе еще Nintendo Switch. Я люблю играть в одну и ту же игру. Мирился я с Remote Play, теперь у меня еще все круче с помощью онлайн-гейминга. Безусловно, это не легендарная PSP, даже не ее тень, без интернета тут никуда, но обойтись без полноценной консоли, в принципе, теперь можно. И да, по стоимости это, конечно, противоречиво, но итоговый результат выглядит весьма и весьма неплохо. Sony вообще не про соотношение цена-качество. Например, к Portal можно подключить вот такую гарнитуру и только ее. Это, конечно, круто, и подключается она автоматически, есть микрофоны, и можно подключить только один наушник, но стоимость, ну, просто убивает. Плюс есть нюанс: если в дороге вы в нее не поиграете, у вас там нету Wi-Fi, вы надеетесь на то, что поиграете в отеле. Но если в отеле будет аутентификация в Wi-Fi через
веб-форму, у вас ее через портал запустить также не получится, потому что веб-форма тут просто не открывается. Но если откинуть все минусы, здесь есть огромный плюс. Буквально через год после выхода получает приставка абсолютно вторую жизнь, и из аксессуара превращается уже в отдельный гаджет. Онлайн-гейминг работает очень и очень круто. Если у вас портал окажется в руках, это там в прошлом году это был подарок года в Штатах и Европе. В общем, это вас точно порадует. Возьмите подписочку и прям кайфанете. Пользуйся!